Это одно из лучших аниме в этом сезоне. Всем привет, это Кей. Знаете, есть такое явление, как лихорадочный бред. Так вот, мне сначала показалось, что это аниме мне приснилось. Нагоми Вахера мечтала работать в кафе с горничными, и она свою мечту исполнила, устроившись в кафе Тонтакатон в Акибе. Но работа горничная оказывается не совсем тем, что ожидала Нагоми. Жесткая конкуренция среди мейд-кафе буквально превратила их в мафиозные кланы. И иногда официанткам горничным приходится браться за оружие, чтобы отстоять свое кафе. Графон в целом нормальный. Здесь много упрощений на общих планах и повседневных сценах, а вот ключевые крупные планы хороши. В целом, несмотря на кучу небольших косяков, все выглядит приемлемо. Невырвиглазные цвета и гармония персонажей и фонов помогают оставить приятное впечатление от картинки. А еще мне нравятся дизайны девочек. Они пусть и не особо оригинальные, зато характер каждой героини угадать можно. А еще они выглядят достаточно правдоподобно. Ты в принципе можешь встретить на улице кого-то похожего на одну из героинь. Осты отлично подходят этому аниме. Опенинг с фразочками горничных под жесткую электронщину с заводным айдольским припевом отражает некоторое безумие данного аниме. А видеоряд дает неплохое представление о том, что от этого аниме ожидать. А еще мне нравится, что они постарались сохранить в секрете одну из героинь до самого ее появления. Эндинг в стиле энка в самый раз для ранка. И вообще, я люблю, когда осты исполняют сею. Это добавляет им какой-то особой эксклюзивности и аутентичности. Так что меня этим достаточно легко подкупить. Думаю, пошел какой-то тренд на милых девочек с пушками. В прошлом сезоне были ликорисы со школьницами, в этом вот горничные. Не то чтобы раньше подобных аниме не было, но тут две оригинальные работы подряд. Правда, уж как-то сильно быстро они набрали обороты безумия. Действие аниме происходит в 1999 году. Хотя мне казалось, что такие заведения стали распространенными где-то в начале нулевых. Ну, ладно. Акихабара в 2022 году, конечно, отличается от 1999 года, но мы все равно знаем это место как рай для отаку. Неудивительно, что большая часть мейд-кафе расположена именно здесь. 17-летняя Нагоми Вахера переезжает в большой город и устраивается в маленькое мейд-кафе. Она достаточно типичный персонаж, наивная, но упорная девочка, стремящаяся к своей мечте. Для повествования Нагоми идеальная главная героиня, ведь ни она, ни мы вообще не имеем понятия, что будет происходить. Вместе с ней в кафе нанимается 35-летняя Ранка Манен, безэмоциональная, суровая женщина, но она вроде полна энтузиазма быть горничной. В самом начале первой серии нам показывают небольшой эпизод, где одна горничная убивает другую, и свидетельницей этого происшествия была как раз Ранко. И она точно знает, зачем стала горничной. У Ранка есть скелет в шкафу, который я не буду раскрывать, пусть это останется интригой. В целом, это две центральные героини, вокруг которых будет разворачиваться сюжет. Но чтобы немного повысить интерес, наверное, стоит рассказать и о других работницах Тонтакатона. Самая популярная горничная кафе – Юмичи. Она тип Ника-Ника из Love Live. Причем, как ее образ, так она и без него. Сипон – горничная Гяро. Она достаточно давно работает в Тонтакатоне. Немного пофигистичная, но в целом достаточно типичный паттерн поведения для Гяро. Ну, в аниме, конечно же, не могу ничего сказать про реальную жизнь. Зоя присоединяется к кафе после боя с Ранко. Зоя из России. Ее история, конечно, немного клюквенная, но это в стиле данного тайтла. Самое интересное, что у нее русскоязычная сею. Да, так можно было, а не заставлять людей страдать. Несмотря на то, что тема кафе Тонтакатон это свинки, талисман кафе панда.
Большую часть времени панда там просто есть, да, она помогает в каких-то перестрелках, но под конец нам ее раскрывают, и у нее весьма нетривиальная история. Первая серия этого аниме получилась самой трэшовой, даже не по самим событиям, а по их подаче. Первый рабочий день Нагоми и Ранка начался не особо радужно, а тут еще и приходит коллектор собирать долги. Так Нагоми и Ранка отправляют на первое задание в кафе лунных кроликов. И тут Нагоми сталкивается с реальностью, с казнью одной из горничных путем отрезания хвостика. А потом внезапно начинается перестрелка. Пока Нагоми в шоке от происходящего, Ранка выносит девочек-кроликов направо и налево. И все это под милую айдольскую песенку с соответствующей хореографией. В шоке была не только Нагоми, но и я. Если бы все дальше так продолжилось, то я подумала, что ядерный взрыв все-таки произошел, и это последнее, что мог воспроизвести и придумать мой умирающий мозг. Но дальше уровень безумия чуть уменьшается. Да, остаются перестрелки, мафиозные практики, подпольная торговля фигурками. Да, в этой мафиозной схеме замешаны не только мейд-кафе, а все обитатели Акибы. Но, несмотря на весь трэш, здесь есть и сюжет. Одна из основных линий – это Ранка. Чем больше мы о ней узнаем, тем глубже и драматичнее раскрывается нам ее персонаж. Другая линия – это изменение самой Акибы. Несмотря на то, что разборки с перестрелками все еще происходят, в частности из-за возвращения старых горничных, и, кстати, именно эта часть дает нам яркие перестрелки, не могу сказать, что сильно захватывающие, но из-за саундтреков они получились душевными. Но мир меняется, и дела стали решаться по-другому. Это, например, как в России бандиты 90-х переквалифицировались в предпринимателей. И одной из движущих сил этого являются новые горничные, как Нагоми. Ей сначала приходится пройти через принятие того, что мир горничных не такой, каким она его представляла. Не знаю, насколько драматичным должен был быть момент с Нерурой. Мы видим ее пару раз, а потом они с Нагоми оказываются лучшими подругами. Хотя Нагоми и Ранка явно вместе больше времени проводят. Но зато такой душераздирающий факт, что Нагоми и Неруру из разных кафе. Прямо Ромео и Джульетта, только Джульетта и Джульетта. Знакомство с ней – важный момент для развития Нагоми, но вопросов от этого персонажа осталось больше, чем ответов. И после всего, что случилось, Нагоми остается той, кто про добро и дружбу, но теперь умеет метать кунаи. Огромное развитие персонажа, конечно. Ладно, еще она увереннее в себе становится и находит ответ, для чего она хочет быть горничной. Ну а если коротко, то Нагоми после такого потрясения просто сошла с ума. У меня появилось ощущение, что рассчитывали на больший хронометраж, потому что этот момент получился скомканным, хотя до этого шли достаточно размеренно. Но все же основной фокус здесь на мафиозной атмосфере Акибы в целом и трэше и угаре, который из этого следует в частности. Несмотря на всю несуразность и сумбурность, это одно из лучших аниме в этом сезоне, потому что оно веселое и оно знает, что делает. В этом сезоне, конечно, есть и другие клевые аниме. Вот такие мои мысли об этом аниме. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Это важный момент для развития Нагоми, но вопросов от персонажа.